Привет! С вами Валерий Табаков. 14 декабря 2023 года Европейский Совет единогласно принял решение о начале переговоров с Украиной о членстве в ЕС. Несмотря на отчаянное сопротивление Венгрии в лице Виктора Орбана, выразившееся в виде конструктивного воздержания, то есть простого оставления зала голосования, решение было принято. Еще 27 раз Орбан может остановить украинский караван, движущийся в направлении ЕС. Но сегодня в Украине праздник, а в России печаль. 14 декабря 2023 года на сайте Евросовета опубликовано заключение Европейского Совета по Украине, расширению и реформам. Исключительно Украине посвящен первый раздел заключения, состоящий из 10 пунктов. Пункт 1. Европейский Совет заявляет о решительном осуждении агрессивной войны России против Украины, которая, как считает ЕС, представляет собой явное нарушение Устава ООН и подтверждает непоколебимую поддержку Европейским Союзом независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и права на самооборону от российской агрессии. Пункт 2. Европейский Совет подтверждает непоколебимую приверженность продолжению оказания сильной политической, финансовой, экономической, гуманитарной, военной и дипломатической поддержки Украине и ее народу столько, сколько потребуется. Пункт 3. Евросоюз продолжит удовлетворять военные потребности Украины. Пункт 4. Евросоюз продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине, а также помощь в восстановлении и реконструкции гражданской обороны, разминировании, психосоциальной реабилитации и обеспечении устойчивости энергетики. Пункт 5. Евросоюз обязуется предпринимать пропагандистские усилия с целью достижения справедливого и прочного мира на Украине с прицелом на глобальный саммит мира. Пункт 6. ЕС направит доходы, полученные от иммобилизованных российских активов, на поддержку Украины. Пункт 7. ЕС констатирует, что Россия и ее руководство должны понести полную ответственность за агрессивную войну в Украине, а также за ущерб, нанесенный войной. ЕС также призывает все государства как можно скорее подписать и ратифицировать Люблянско-Гаагскую конвенцию о международном сотрудничестве в расследовании и судебном преследовании преступлений геноцида, преступлений против человечества, военных преступлений и других международных преступлений, а также подтверждает свою поддержку работы Международного уголовного суда и осуждает продолжающиеся попытки России подорвать его международный мандат и функционирование. Пункт 8. Европейский Совет повторяет свой призыв к России и Беларуси немедленно обеспечить безопасное возвращение в Украину всех незаконно депортированных и перемещенных украинских детей и других гражданских лиц. Пункт 9. ЕС продолжит ослаблять Россию
посредством санкций и действий по предотвращению их обхода. ЕС осуждает поддержку России со стороны Ирана, Беларуси и КНДР и продолжит интенсивную работу с партнерами по противодействию ложным российским повествованиям и дезинформации о войне. И пункт 10. ЕС подчеркивает важность безопасности Черноморского региона и обеспечения экспорта украинского зерна и сельхозпродукции в нуждающиеся регионы. Ну что, как будто все правильно. Особое внимание привлекает пункт 7 заключения, содержащий призыв к ратификации Люблянско-Гаагской конвенции о международном сотрудничестве в расследовании и судебном преследовании преступлений геноцида. Эта конвенция принята 26 мая 2023 года и будет открыта к подписанию с января 2024 года. Особое внимание в тексте конвенции, кроме всего прочего, привлекает статья 27. Ее текст такой. В тех странах, где существуют этнические, религиозные и языковые меньшинства, лицам, принадлежащим к таким меньшинствам, не может быть отказано в праве совместно с другими членами той же группы пользоваться своей культурой, исповедовать свою религию и исполнять ее обряды, а также пользоваться родным языком. То есть, в перечне меньшинств, на которые распространяется действие этой конвенции, есть языковые меньшинства. К одному из таких меньшинств относятся русскоговорящие граждане Украины. Такая формулировка – это огромный прорыв в области защиты прав меньшинств и, в частности, защиты прав русскоязычного языкового меньшинства в Украине, поскольку украинские законодательные и судебные органы, и в частности такой орган, как Конституционный суд Украины, вообще отказывал и продолжает отказывать русскоговорящим гражданам Украины в защите их прав, утверждая, что таких юридических категорий, как русскоговорящие или русскоязычные граждане Украины, не существует, что русскоговорящие граждане Украины – это якобы политический конструкт, а поэтому права русскоговорящих граждан Украины якобы не могут быть предметом правовой защиты. Эти, с позволения сказать, грамотеи от права, облеченные судейскими мантиями, отъевшиеся за деньги налогоплательщиков, в том числе и русскоязычных, в своих судебних сентенціях открыто заявляють следующее. У контексті порушеного в конституційному поданні питання істотно важливим є те, що російськомовні громадяни України не становлять одноцільної соціальної одиниці, такої, що як група осіб, коло осіб має право на юридичний захист як етнічна або мовна одиниця група, а є політичним конструктом, а не юридичною категорією, на яку може поширюватися режим юридичного захисту, гарантований відповідними приписами Конституції України та інструментів міжнародного права. Словосполука «російськомовні громадяни» є виразом зі сфери політичної риторики, що перейшов
у побутове використання, проте йому бракує не тільки юридичної, а й семантичної визначеності. Вы слышите? Русскоговорящего языкового меньшинства в Украине не существует. Право на защиту прав у русскоговорящих граждан Украины нет. Русскоговорящие граждане – это политический конструкт. Большего невежества сложно и придумать, особенно с учетом того, что это невежество или, если хотите, невигластво, как это звучит по-украински, исходит от Конституционного суда Украины, обязанного защищать права всех, без исключения, граждан Украины, в том числе и русскоговорящих, являющихся языковым меньшинством Украины. Итак, друзья, позвольте выразить юридически обоснованную надежду на то, что борьба за права русскоязычного меньшинства в Украине, включая право на собрание, право на проведение мероприятий, право на книгоиздание, право на обслуживание, право на образование и право на публичное использование своего родного русского языка в Украине увенчается успехом.